Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сегодня увидите, это расклад на следующую неделю. Неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте же посмотрим, что вас ждет в этот период, какие события для вас будут наиболее актуальными. Я напоминаю вам, Девы, что этот расклад по дням недели, то есть на каждый день недели мы достанем по одной карте. Сначала это будет основная колода, а затем колода дополнительная. И посмотрим, что же у вас будет происходить, соответственно, с 27 апреля по 3 мая. Напомню, что вы можете также подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна за такую вашу обратную связь. Я буду рада, что это видео кому-то пригодилось, оказалось полезным и нашло отклик в тех слушателях, соответственно, да, которые смотрят мой YouTube канал. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же ожидает представителей знака Дева с 27 апреля по 3 мая. Начнем мы с понедельника. Итак, понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, первая карта, которая у вас есть, девятка мечей. И вот почему же она такая негативная? В самом начале у вас все карты хорошие в целом, но вот девятка мечей здесь, она показывает девушку, которая не может уснуть ночью. Она о чем-то переживает, она взялась так за голову, держится, да? Возможно, здесь будет какая-то либо бессонница, либо страдания из-за чего-то, переживания, сомнения какие-то, которые заставляют вас много думать о какой-то ситуации. И да, эти события мешают вам спать, может быть, чувство вины за что-то, или просто работа, которую вы выполняете до поздней ночи и не успеваете нормально выспаться, даже так. Но вот в любом случае девятка мечей такая, ну как бы не самая, далеко не самая позитивная. Ну давайте посмотрим, тельцы, почему она у вас выпадает. Тут же двойка жезлов, какие-то вопросы, связанные с выбором, как вы сомневаетесь в том, какой вариант лучше выбрать. Интересуетесь двумя возможностями и думаете остаться с той возможностью в той ситуации, которая есть, или попробовать что-то новое, может быть, что-то более ресурсное, что принесет вам больший результат, соответственно. То есть вы как будто думаете об этом. Может быть, правда, вам эти мысли не дают нормально уснуть. И именно поэтому вот это ощущение, как на распутье, да, на переходном этапе у вас, оно вызывает вот это вот чувство девятки мечей, то есть каких-то сомнений. Дальше идет туз кубков. Карта радостных новых начинаний, каких-то радостных событий, эмоциональных, очень наполненных, душевных. По тузу кубков много радостных каких-то позитивных моментов, которые хочется запомнить. Может быть, подарки какие-то, которые вы получаете. У кого-то здесь, кто одинокий, может быть, влюбленность, там, не знаю, новые отношения, которые будут переполнять ваше сердце. Но в любом случае здесь очень такая хорошая карта. Это карта туза кубков выпавшая. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть на вторник. Кроме туза кубков еще двойка пентаклей, тоже по сути двойка, но она уже показывает и называется здесь change, перемены, которые происходят у вас. И не зря она в виде змеи, потому что она олицетворяет тем самым мудрое решение, которое вы принимаете. Она показывает вот эту восьмерку, да, бесконечность, которая следует, соответственно, за принятием этого решения и выбором, который вы делаете. И также она показывает, что вы вот все очень ловко справляетесь, можете делать, управляетесь со всеми делами и в целом очень эмоциональны, очень много, скорее, радостных эмоций здесь и преисполненности радостными эмоциями. И могут быть какие-то поездки для вас радостные, тоже позитивные, какие-то вопросы вы решаете здесь, но вот вы в движении, постоянно крутитесь, что-то делаете, и вам это, скорее всего, в радость. Дальше идет карта королева жезлов, карта огненной стихии. И это может быть общение с огненным знаком зодиака, вроде львов, может быть, овнов или
стрельцов, но также и вы можете проявлять здесь качество такого огненного знака зодиака, этой огненной стихии. Здесь речь может идти о том, что вы, допустим, в рабочих моментах настроены на успех, там строги к себе, строги к окружающим. Возможно, вы здесь очень деловиты, да, в том, что вы делаете. В целом, как таковая, очень даже неплохая карта, да, карта королевы жезлов, которая у вас выпадает на среду. Давайте посмотрим, что еще у вас, девы, здесь будет на этот день недели. Почему у вас выпала королева жезлов? Здесь же карта восьмерка чаш у вас. Да, возможно, вы по восьмерке чаш здесь будете не уверены в том, получится ли реализовать какие-то ваши планы, задачи, которые вы в этот день себе решили. Но, скорее всего, удастся. Да? У кого-то могут быть даже командировки, поездки рабочие здесь тоже по этой карте. Возможно, вы здесь в чем-то разочаруетесь несколько, и это будет такой неприятностью в этот день, но в целом карты все равно основные неплохие. Дальше шестерка кубков, карта семьи, и по четверке жезлов, по десятке жезлов она как будто бы дублируется, повторяется и показывает, что для вас будет особенно важна любая там история или тема, связанная с вашим домом, с вашим семейным статусом, положением, может быть, с вашей семьей, может быть, у кого-то какие-то праздники, дни рождения, юбилеи, на которые вас приглашают, потому что шестерка кубков — это карта праздника, юбилея, на котором вы встречаетесь все вместе в кругу семьи, к примеру. Это возможность здесь увидеть родственников, которых давно не видели, к примеру. Также шестерка кубков — это еще и все, что связано с ностальгией о прошлом, о каких-то воспоминаниях, о возможности здесь встретить кого-то из своего прошлого тоже. Давайте посмотрим еще, что здесь на четверг будет у дев. А еще здесь есть принц жезлов, то есть много каких-то импульсивных решений и действий, много энтузиазма, который вы проявляете, может быть, в общении с другими людьми, либо общаетесь с таким вот знаком зодиака. Кстати, огненная стихия снова выпадает, то есть львы, овны или стрельцы. Следующая карта у вас четверка жезлов. Я уже говорила, это вот эта карта гармонии и порядка, который царит у вас в семье, у вас в доме, под одной крышей, с кем вы живете. Это ощущение мира и процветания, соответственно. По этой карте можно тоже говорить о том, что для вас действительно важна ваша семья, ваш социум, в котором вы каждый день находитесь, с кем вы общаетесь, и чувство вот этой постоянства, да, которое вам дают эти отношения. Давайте посмотрим, девы, четверка жезлов. Карта принца дисков земной стихии. То есть здесь больше спокойствия, больше какой-то размеренности, отсутствия спешки, здесь больше терпеливости, спокойствия в общении или в отношении с близкими, больше выносливости в решении каких-то бытовых задач или дел. То есть вы здесь, если говорить о планировании действий, то вы здесь больше на далекую перспективу что-то планируете и думаете. То есть вы не торопитесь, не суетитесь, вы здесь очень спокойны и размерены. Может быть и какая-то ситуация, где вы куда-то едете там, к вашим родственникам, к примеру, это какая-то запланированная история, то есть спланированное событие. Карта десятка кубков, тоже семья. Это счастье, это вот это все, что дает вам ощущение душевного спокойствия по десятке кубков. Либо что-то вот очень радостное, переполняющее ваше сердце эмоциями. Карта десятка кубков хорошая сама по себе. Кстати, у кого-то может говорить о, даже бракосочетании, о каких-то таких вещах. Но здесь вот тройка пентаклей, она здесь называется works, работа, но по сути это умение с другими людьми совместно что-то делать. Может быть, с вашими близкими, может быть, вы здесь с детьми что-то совместно делаете, да, распределяете обязанности по дому, кто что должен сделать, и какую-то совместную вот такую вот работу выполняете. То есть каждый делает то, что ему поручили, и, соответственно, таким образом вы создаете вот это ощущение, опять-таки, гармонии в вашем доме, этого единства, которое у вас есть. Тройка пентаклей — хорошая карта, умение помогать близким и принимать от них помощь, соответственно, и с удовольствием что-то делать, касающееся дома. Карта Луна, карта
и надежд, с одной стороны, но также и страхов, которые у вас могут быть с тем, что что-то запланированное может как будто бы не получиться или не сложиться. Также вы можете какие-то страхи преувеличивать по карте Луна. Может быть, вы в чем-то будете не уверены или не уверены в себе, допустим, в этот день. Ну, давайте посмотрим карту Луна, почему у Дев выпадает на воскресенье. Здесь карта Колесница. Могут быть сомнения в том, поедете ли вы туда, куда запланировали, к примеру, или будет ли прогресс, рывок в ваших планах, в то, что вы себе мечтаете, там планируете. Возможно, вы здесь стараетесь думать позитивно, думаете о каком-то прорыве или каком-то движении вперед, или каком-то прогрессе там в ваших делах, к примеру. Поэтому Колесница. Но я же говорю, здесь вот эти мечты, они идут вперемешку со страхом и боязнью, что что-то может пойти не так, и что-то может как поломаться в пути, да, и придется чинить эту колесницу, чтобы двигаться дальше. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для Дев, мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.